Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. И сегодня поговорим про зельеварение в моде Ботания. То есть Ботания вводит свою достаточно интересную механику по приготовлению зелий. Значит, начинается она с того, что нам необходимо скрафтить такое вот Botanical Brewery. То есть это, соответственно, стойка для варки зелий в ботании. Давайте себе одну штучку возьмем. Ну и вполне ожидаемо, что, соответственно, вот эту стойку с зельями нам необходимо будет запитывать маной. Так, давайте где-нибудь соорудим такую конструкцию. Ну, тут я, кстати, уже ставил. Давайте еще раз поставлю. Лучше я поставлю распространитель маны Гая. Насколько мы знаем из прошлых моих видео, такие вот распространители работают быстрее. Все, вот мы настроили. Дальше нам необходимо будет выложить какие-то определенные рецепты. Что касается рецептов, то они практически они идентичны с теми рецептами, которые мы имеем для обычных зелий из ванильного Майнкрафта. Ну, к примеру, чтобы нам скрафтить зелье силы, нам, значит, нужно, во-первых, с чего начинается? Если сила второго уровня, нам нужна светящаяся пыль, огненный порошок, адский нарост, вот, соответственно, 3 этих ингредиента. Так, если мы посмотрим здесь, соответственно, ингредиенты, то же самое увидим, да? Вот, но, допустим, это не всегда выполняется, как я понял. Например, скорость второго уровня, да, у нас обычное зелье требует светящуюся пыль, сахар и адский нарост. Если же мы посмотрим здесь, у нас скорость второго уровня, здесь будет у нас почему-то красная пыль вместо светящейся. Не знаю, это баг или специально так сделано. Ну, то есть некоторые ингредиенты могут отличаться, но в целом все практически идентично. Кроме того, обратите внимание, что вот эти зелья мы можем наполнять, если там мы наполняем только пузырьки, здесь мы наполняем, соответственно, так называемый Monoglazed Vial, Alpha Glass Flask и Incense Stick. То есть это у нас получается, соответственно, флакон, колба и палка, да, из этого мода. Чем различаются, собственно, вот эти два сосуда? Flask и Vial. Соответственно, каждый из них просто вмещает в себя различное количество порций нашего зелья. И казалось бы, да, вот, допустим, вот это у нас вмещает 4 порции. Так, а вот это у нас, по идее, 6 должно вмещать, да? Ну да, видим, что 6. И казалось бы, почему бы сразу не крафтить такие вот фласки, поскольку они хранят в себе 6 порций. Но дело в том, что и затраты маны, естественно, тоже возрастают. То, что здесь даже написано, что если, допустим, во фласк у нас одно количество, по ингредиентам затрат никакой разницы нет, но с точки зрения маны, допустим, во фласке, то есть в 2 раза меньше затраты маны, чем в вайле. Хотя здесь вот размер больше. Ну, то есть если у вас много маны, то почему бы и не сделать вот такие вот сразу большие флаконы, да, фласки. Если же у вас меньше, да, там маны, чем других ингредиентов, то тогда, может быть, в целях экономии стоит делать себе вайлы. Так, ну давайте наконец какой-нибудь рецепт выложим. Про палки я еще чуть попозже отдельно расскажу. Так, давайте возьмем, например, я говорил еще в прошлых видео про очищающую соль, да, то, что у нее тоже здесь есть свой крафт такой вот. Давайте, значит, нам потребуется очищающая соль. Так, Salus Mundus, янтарь и адский нарост. Так, выкладываем это все вот сюда, на стойку. Так, сейчас, наверное, мне еще переключиться в режим выживания требуется. Так, я вспомнил, я не учел один момент, то что для того, чтобы у нас выкладывать крафт, начинать нужно это все с того, что мы ставим сперва, собственно, какое-то хранилище, да, то есть это либо вот эти фласк, вайл, либо вот палочку. Поэтому сперва ставим, соответственно, колбу, да, потом уже выкладываем вот эти вот ингредиенты. Так, так и так. Ну и видим, что у нас крафт пошел. Идет запитка с помощью, соответственно, распространителя маны Гая от бассейна. И сейчас у нас формируется наша зелька. Оба, вот так вот выпала она.
И что прикольно, мы имеем сразу 6 порций, да, то есть если мы на обычной алхимической стойке делаем там 3 порции, да, чего-то еще, нам приходится это последовательно все выкладывать, сперва одно, потом второе, потом третье. Здесь же мы сразу накидываем все ингредиенты и получаем сразу вот на выходе либо вот 6, либо там 4 порции, в зависимости, да, от флакона. Все, ну а дальше это как обычно, соответственно, этот работает, да, то есть, ну, выпиваем, например, порцию, у нас чуть-чуть меньше становится, там 5 порций и так далее. 4, 3, и, соответственно, у нас постепенно опустошается вот этот сосуд. Окей, с этим разобрались, значит, давайте дальше. Значит, у нас есть флакон, у нас есть, значит, вайл, фласки. Есть еще такие вот палочки. Их тоже можно, соответственно, сюда вставить, также запитывать по той же логике. Ну, практически все, насколько я знаю, зелья можно также запитывать на вот эти палки. И что дальше с этими палками делать? Значит, палками благовоний, значит, если верить переводу. Для того, чтобы ими воспользоваться, вам потребуется вот такой вот incense plate. Значит, ставите где-нибудь себя на территории такое вот отверстие. Крафтите себе такую палку с каким-нибудь благовонием, да, там, вот на алхимической стойке из мода ботания. И дальше себе берете, устанавливаете сюда, вот оно так вставилось прикольно. И нужно поджечь. То есть мы будем сейчас получать благовоние. Поджигаем. И видим, что у меня появился эффект прыгучесть 2. Да? То есть вот эта палка, она как в каком-то смысле маяк, вокруг себя распространяет вот этот вот эффект. И в чем фишка? Насколько я понял, это немного слабее, да, потому что на определенном расстоянии держится. Хотя достаточно большом, кстати. Я вот так отошел прилично. И у меня еще пока эффект прыгучести сохраняется. Да, это здорово. И что интересно, вот этот эффект, вот эта вот палка, она, вот если у нас вот эти зельки стандартно работают несколько минут, да, то, судя по описанию, такая вот палка благовоний может работать, там, по-моему, до 6 часов, соответственно, игрового времени. Ну, я, честно говоря, естественно, не проверял это на практике. Мне кажется, все-таки там поменьше будет, чем 6 часов. Вот. Ну, если вы это проверяли и знаете, сколько она вот точно будет работать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, собственно, все. Прикольно такая штука. То есть, особенно это интересно будет с следующими зельками, которые мы дальше рассмотрим. Вот здесь есть стандартные зелья, да, из ванилы. Вот, ну, все те же самые: скорость, сила, ускорение, там, прыгучесть, восстановление и так далее. Но в этом же моде у нас добавляются свои зелья. Так, несколько штук. Давайте начнем. Значит, первое зелье — это Soul Cross. И, значит, по свойствам, как я понял, оно восстанавливает ваше здоровье при убийстве мобов. То есть, допустим, вы выпиваете это зелье, соответственно, получаете эффект вот такой вот. Soul Cross. Бегаете, убиваете мобов, и если у вас там хп повреждено, вы можете восстанавливать себе хп с помощью, соответственно, такого эффекта. Давайте сразу рассмотрю еще такое вот зелье Absolution. Его фишка очень простая, оно просто очищает эффекты от других зелий. Давайте выпьем. Все, у меня другие эффекты очистились. Классно. Дальше, значит, есть еще фласк, ну, соответственно, зелье Overlord. И оно вроде как дает сразу несколько эффектов. Вот, смотрим. Сила, скорость, слабость, голод. Сразу 4 эффекта накладывает. Прикольно. Ну ладно, выпью все равно, потом очищу. Вот, видим сразу несколько эффектов. И учтите еще момент, что это же можно все еще на палочку вроде как сообщить. Ну хотя, вот тут я сделаю, наверное, оговорку небольшую, потому что какое-то зелье, насколько я помню, все-таки на палку нельзя наложить. Поэтому будьте с этим осторожны. Так, следующее, соответственно, Flask of Wizard Fit. Ну, типа, перины, соответственно, ноги как перья, что-то типа того. Здесь имеется в виду, что если вы выпиваете и, там, не знаю, падаете с большой высоты, то эффект урона не получаете. Вот. Так, дальше. Так, Vanity Impetus. Насколько я помню. Вот это тоже классная штука. Нет спауна мобов в радиусе, по-моему, там до 128 блоков, что ли. Это вообще классно. То есть, если вам не нужны мобы какие-то враждебные в большом районе, вы не хотите все повсюду освещать, например, да, какие-то другие штуки ставить там,
из других модов, которые там мобов подавляют, можно воспользоваться таким вот зельем. Причем, опять же, смотрите, это же можно сделать на палке, да, поставили такую палочку, и в течение, там, не знаю, нескольких часов у вас в большом радиусе враждебные мобы спавниться не будут. То есть тоже заслуживает, как мне кажется, внимания такое зелье. Так, еще два у нас осталось. Это Bloodthirst. Так, и он как раз наоборот спавнит в определенном радиусе кучу мобов злобных. Но это, например, нужно, если вы хотите, ну, соответственно, мобов поубивать, какой-то дроп с них получить или опыт. Вот, это может быть зелье вам полезно для спавна мобов. Так, и последнее, значит, вот это Allure. Это просто какой-то эффект на удочку. Если не ошибаюсь, что-то в формате удачи. Ну, как-то связано с удочкой. Я его, честно сказать, не проверял. Можете попробовать. Что-то, может быть, интересно тоже оно дает. Вот, ну, в целом, как бы... Так, механику я показал, какие зелья здесь есть. Про эти палочки рассказал. Вот, собственно, и все. Пользуйтесь себе на здоровье. Если это видео вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям. В комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующей серии. Пока.